Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Хочет ли она вернуть вас как любовника? Такой шаловливый немножко расклад у нас сегодня будет. Я знаю, что вы обожаете такие эротические расклады, поэтому немножечко вас побалую. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Смотрите, сейчас у вас может у многих проигрываться ситуация, ну, я называю обычно это как бы в подвешенном состоянии, в каком-то смысле находиться, да. Это может быть такое, знаете, неопределенность по работе. Это может быть какая-то неопределенность в личной жизни. Ну, то есть такое, знаете, вот реально подвешенное состояние, но в какой сфере это уже будет у каждого проигрываться. Это может быть и безденежье. Это может быть по работе уволят, не уволят, уходить, не уходить. Либо же, если кто из вас сейчас в отношениях, там, уйти или остаться. Те, кто, допустим, уже разошелся, вы можете думать, может быть, помириться, а может быть и нет. Ну, то есть такие дилеммы, вот качели, у вас эмоциональные качели, у вас очень нестабильное эмоциональное состояние сейчас проигрывается. Это такое, знаете, вот состояние нестояния, я бы называла. Помимо того, что у вас, знаете, вот обострились какие-то ваши вообще чувства, эмоции, очень сильно обострилось чувство справедливости, очень сильно обострился момент, ну, такого, знаете, ну, я не скажу, что это прям вспыльчивость, но вот почему-то мне кажется, что вы стали более такой впечатлительный, больше, ну реально вот моментами вспыльчивый. Перемены в характере произошли, перемены, которые влекут за собой много последствий, потому что вы можете, знаете, вот даже на работе резать правду матку, а она не очень нравится, особенно начальство этого не любит. Здесь могут быть проблемы, смотрите, здесь и с женщиной могут быть проблемы, здесь могут быть и, ну, реально такие периоды у вас, когда вы заглядывали в рюмку чая, но это исключительно из-за женщины. Здесь идет травма такая психологическая от женщины, от любимой женщины, которая, возможно, женой была. Здесь проигрывается обман, скандал, причем развод очень такой некрасивый, да, какой-то такой, ну, знаете, момент, когда женщина могла вот реально, помимо измены, очень некрасиво еще как-то с вами поступить. Либо же здесь могли быть оскорбления при расставании, да, унижения. Помимо того, что вот она уже сделала больно, она еще какой-то хрени на вам наговорила, либо же, знаете, как бывает это делают женщины, ну просто опускают ниже плинтуса. То есть здесь может быть, ну, такой громкий разрыв, очень громкий. Так, смотрим. Сегодня освещение что-то не очень такое хорошее, да, вот солнышко нету, поэтому немножко будет, может быть, темновато. Но ничего страшного, главное, что вы меня слышите. Так, давайте-ка смотреть дальше, что происходит в вашей жизни. Смотрите, еще скажу по поводу вас. Вот вы такой добряк, который реально, ну вот всех обогреет. Вот обогреет и словами, и поступками, и деньгами поможете. Вот вы, как знаете, вот бывают такие у вас порывы, что ну реально вы вот чуть ли не бездомного накормите. Вот уже были у нас такие моменты, да, иногда в раскладах, что вот почему-то хочется сказать, что вы даже вот нищим людям, но вы помогаете. Это на самом деле здорово, это по-мужски, это большая ваша сила, это ваша щедрость. И, ну, конечно же, вам все равно воздастся за все ваши дела и ваши поступки. Кто так поступает, да? С более слабыми людьми, кому требуется какая-то помощь. Но это дорогого стоит на самом деле. Далее погнали. Любимой женщины пока не наблюдаю. Нет, у вас разрыв, развод, как угодно, да, но абсолютно нет. Ни до романов, ни до любви.
Здесь кардинальные перемены в жизни, причем, ну реально, вот те, кто разошлись, да, ну кто-то давно, кто-то недавно, могли проходить, либо же сейчас проходят такой период, что реально вот в рюмку чая очень-очень крепко заглядывали. Опять же, такая ситуация тоже у нас как-то выпадала, да, потому что вам казалось на тот момент, что вы так уходите от самого себя, да? Но на самом деле ведь от себя-то не убежишь. Ну хорошо, да, выпьете вы там хоть и бочку целую. Ну потом, когда все, голова придет в порядок, да, протрезвел, все, вы снова начинаете об этом думать. От себя-то не убежишь, от своих мыслей не убежишь. Поэтому, ребят, ну все-таки нужно стараться не опускаться из-за какой-то, ну не хочу называть нехорошими словами никаких там бывших женщин, не хочу никого обижать, из-за какой-то Б, назовем ее, да, ну не нужно опускаться, не нужно ни в рюмки заглядывать, не нужно во все тяжкие опускаться, да, то есть здесь важна какая-то другая отдушина, да, вот именно отвлекаться на что-то другое. Кто-то на деятельность отвлекается, да, кто-то в работу уходит, кто-то хобби ищет. Ну, то есть здесь должна постоянно быть движуха. Кстати, вот вам тоже такой маленький лайфхак психологический, чтобы вы немножечко так, ну, как бы встрясочка такая была, чтобы вот эти мысли вас не одолевали негативные, кому особо сейчас плохо, я сейчас к вам обращаюсь. Постарайтесь реально себя загрузить какой-то работой, либо деятельностью, да, ну что угодно. Я не говорю, что сутками нужно там вагоны разгружать, нет. Просто вы должны постоянно но стараться что-то делать, да, какая-то движуха должна быть, чтобы, ну, некогда было грустить, вот если по-простому. Чтобы вы просто, ну, если хотите, да, можете, чтобы вы от усталости просто приходили и падали, и засыпали. Вот какой-то период даже это будет полезно. Да, вы будете уставать какой-то период, но зато ваше вот психологическое, моральное такое состояние, вот оно не будет так перегружаться. Понимаете, о чем я говорю? А у вас такие вот были мысли, знаете, вот я не хочу озвучивать даже в эфире, но некоторые из вас вот реально после вашего разрыва, развода, расхода, как угодно, у вас были очень нехорошие мысли по поводу, ну продолжать ли эту жизнь. Я не хочу сильно углубляться в эти моменты, мне жутко даже говорить об этом. То есть вам жизнь стала не мила. Вы понимаете, о чем я говорю, да? О том, чтобы, ну, пойти куда-то туда, на небеса к предкам. Назовем это так, культурно завуалировано. Такие мысли могли быть. Это, конечно же, я не говорю о всех, да, помним, что это общий расклад, но могли такие мысли быть, и даже, может быть, вы уже были в одном шаге от этого. Я сейчас говорю ужасные вещи, просто, ну, до дрожи. Меня это до глубины души поражает этот момент, да, вот. Но есть место быть. У некоторых из вас такая ситуация, когда реально ты настолько был привязан к человеку, насколько ты любил, и теперь ты остался. Это все равно, что, знаете, отрезать, ну, половину себя, да? Вот, ну, я сейчас, конечно, так жестко утрирую, но, тем не менее, это подобное состояние было. Когда не хватает воздуха, когда нечем дышать, когда панические атаки, все что угодно, у всех по-разному может быть. Ну, то есть вы были на волоске от ухода туда, на небеса. Жутко, страшно, неприятно, но тем не менее у некоторых из вас это было, это проигрывается, и я это прекрасно вижу, почему я и озвучиваю. И я в принципе рада, что вы этого не сделали. Вы большие молодцы, как бы вам тяжело не было, но нужно помнить о том, что у кого-то из вас все-таки, да, во-первых, что жизнь дается один раз. И ради кого-то лишать себя всего этого, но это глупо, это большая глупость. Как бы тяжело и легко, ну, как бы тяжело не было, да, нужно помнить у кого-то о детях, да, вот если есть дети, что их тоже, возможно, нужно на ноги ставить, помогать. У кого-то есть, может быть, старенькие родители, которым тоже нужна помощь. У кого-то тоже, может быть, там братья, сестры, другие родственники, кому вы помогаете. Ну, то есть нужно цепляться.
Нужно цепляться в такие моменты, ну, за соломинку, да. Нужно цепляться за разные какие-то вот, за важные полезные дела, вот так назовем. Поэтому вы молодцы, кто не перешагнул эту черту, хотя вот были на волоске. Это может и проигрываться, что помимо того, я сейчас вот углубилась, да, но это очень такие сложные житейские моменты, я просто предостерегаю тех из вас, кому сейчас тяжело, чтобы вы не сглупили, чтобы вы не сделали ничего такого подобного. Упаси Господь вас от таких действий каких-то, от таких даже мыслей. Потому что, ребят, если есть такие мысли, это к психиатру сразу. Я сейчас вам говорю тем, у кого есть такие подобные мысли. Сразу к психиатру, чтобы не было беды. Далее погнали. Как-то печальненько сегодня, да, вот грустно, печально, ну, такие житейские моменты, которые, к сожалению, все по-разному переживают. Давайте смотреть, какая же Мегерушка пришла к нам сегодня на расклад. А может и не Мегерушка, давайте посмотрим. Так, ой, какая она обижулька. Ну вот она выпала у нас, карта звезда, да? Ну, во-первых, она далеко сейчас, она не с вами живет, это однозначно. Это реально бывшая пришла на расклад. Женщина, которая сейчас пребывает в таком в плачевном финансовом состоянии, денежек не хватает, мужчинок не хватает, жезликов не хватает, да, ну хотя жезлики в магазинах продаются, некоторые пользуются, но это уже другая история. Она такая обижулька, она такая, знаете, вот девочка, которая, ну, девочка, она уже взрослая, конечно, но я так называю, вы понимаете просто. Она такая сама придумала, сама обиделась, в общем, все сама, такая вся самостоятельная. Да, она любит вообще по жизни, конечно, красивую жизнь, она любит покрасоваться, она любит попонтоваться, она любит... Особенно она любит себя в том состоянии, когда ее любят мужчины. Она любит себя в этом состоянии. Вот так вот сложно, запутано, но тем не менее, я думаю, вы поняли. Ну, к примеру, вот объясняю, да, для тех, кто, как говорят, для тех, кто с бронепоезда. Так, ребята, смотрите. Вот бывают моменты, когда женщина... ну, не любит мужчину, да, вот она живет по каким-то корыстным таким моментам, да, вот эти все денежки, подарки, поездки, Мальдивы и так далее. Она кайфует от того, что он ее любит. Помимо того, что он денежки дает, подарки, красивую жизнь, она любит вот это состояние. Это я сейчас объясняю, вот какая она. Она любит... когда мужчины за ней бегают, она любит комплименты, она любит, когда в нее вкладываются. Ну, то есть такая вот вся из себя. Но на самом деле дама очень несерьезная. Вот такого плана женщины, они абсолютно не созданы для семейной жизни. Она и сейчас, вот у нее период безденежья, а она как-то не заморачивается. Да, у нее денег нет, а она как-то не задумывается, как жить дальше. Вот я просто поражаюсь. Сейчас вот я, интересно, уточню. Вот она, знаете, она из тех людей, которые потратят последние деньги сегодня, зная, что это последние деньги, она не будет думать, за что она будет жить завтра. Она живет здесь и сейчас. Вот сейчас у нее, извините, жопонька в жизни. Но она не знает, как она будет жить дальше. Она все так же живет играючи. Она все так же надеется, что появится какой-то Буратино с большим и толстым кошельком, который ее спасет. Понимаете? Печалька у нее сейчас вообще, ну, как сказать... Вот как-то у нее период, ну вот грусти реально, период грусти. Я не скажу, что она там депрессует. Но несмотря на то, что... Давайте сейчас уточним, что она депрессует. Что же она депрессует? Ну, она депрессует, что рядом нет кошелька. Вот, нет пентакливого короля. Ей очень хочется, чтобы сама судьба, причем она, видите, она верит в судьбу. Она хочет, чтобы сама судьба резко, неожиданно прислала ей
Вот на тебе, да, вот с неба упал новый мужчинка с большим кошельком. Вот в таком плане она хочет себе нового товарища. А судьба вот не слушает, вот, ну не падает ей этот мужчинка к ее ногам и все. И вот она загрустила. Хотя по жизни такая вся ну такая, знаете, весельчак отдыхает с гости из будущего. Так, давайте-ка смотреть, как она на сегодня, вот как она к вам относится. И сразу идет обман. Ой, какой писец, ой, писец, зверек который, да, знаете, есть такой писец, зверек есть, а тут полный писец. Ну, смотрите, с вами, вот с вами она... Вот она реально чувствовала себя под защитой во всех отношениях. Здесь, скорее всего, ну, семья, либо серьезные отношения у вас проигрывается, да? Вот с вами она была в каком-то смысле как за каменной стеной. Вот она могла вам выдвигать свои хотелки, да, вы это все воплощали, да, ну, в пределах разумного, конечно. Ну, то есть она не задумывалась вообще ни о чем. Она могла не платить за квартиру, она, может быть, даже не знает, как платить за коммуналку. Она, может быть, даже с вами почти не готовила, потому что вы готовили. Она и то не умеет, и это не умеет, потому что вы все делали. Понимаете, вы все делали. Вы ее настолько залюбили, оградили от всего. Вы могли от быта в большинстве оградить, от каких-то проблем, да. Вот просто ходи по магазинам, да, там по салонам, любуйся, там, живи для себя, кайфуй, да, вот моя девочка и все такое. Ну, я утрирую немножко. Ну, понятно, да, посыл какой. То есть она абсолютно не приспособлена к жизни, а с вами она чувствовала себя как за каменной стеной. Вы были ее рыцарем. Хотя у вас и были конфликты. Я вам скажу, что у вас могли быть конфликты чуть ли не с первых дней, с первых месяцев, может быть, совместной жизни. Вот из-за какой-то чепухи она могла вас заводить, так знаете, взбодрит какой-то дурацкой фразой. Могли быть такие небольшие скандальчики у вас из-за чепухи. Причем женщина, которая в скандалах, она вообще мастерица. Она так все оборачивала даже тогда, что вы виноваты, что вы, там, допустим, зачинщиком были. Из-за вас эти скандалы, из-за вас проблемы. Но сейчас, вот знаете, вот она сейчас призадумалась, как она живет. Хоть она так беспечно и продолжает жить, но она начинает задумываться, ну, может быть, мозгов в жизнь добавила. Она начинает задумываться, что все ж таки, а как же, за что же она будет жить? Вот она реально призадумалась. И она, я не могу сказать, что она ностальгирует за вами, нет. Она, ну, на уровне воспоминаний, просто вспоминает, да, вот было бы хорошо, да. Ну, я не могу это прям ностальгией назвать. Хотя, как хотите, может быть и ностальгия. Она, смотрите, она все-таки надеется вот встретить новую любовь. Вот она нацелена на новую любовь. К вам исключительно у нее какой-то вот финансово-денежный интерес. Особенно это касается тех, кто, может быть, еще общается, может быть, вы недавно разошлись, да? Вот исключительно финансовый какой-то интерес. Это женщина, которая может у вас до сих пор просить деньги там на это, на то, на детей, там еще куда-то, да, под разными предлогами может просить детей. Чувствами вообще не пахнет. Вот если кто-то из вас думает, что она до сих пор любит, абсолютно. Скучает за прежней жизнью, скучает за вашими обнимашками, целовашками, за вашей заботой. Причем, еще вам скажу, да, вот поскольку у нас такой интимный сегодня, да, вот расклад, у вас с ней был интим, вот я бы сказала, что поначалу он был классный. Потом как-то это все из-за склоков, скандалов, потом начались какие-то придирки, раздражения. Опять же, у каждого по-разному будет проигрываться. Здесь и интим стал не такой качественный, да. Но все-таки, да, я вот скажу как бы по-простому вам. Даже когда у вас начали ухудшаться отношения с ней,
Вы даже старались вот в интимном плане все равно как-то вот доставить по максимуму удовольствия, да? Вы все равно старались как-то, может быть, сблизиться через интим. Кто-то пытался помириться через интим, да? Ну, то есть это была такая ваша, ну, заманушка такая. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. В принципе, как любовник, вы ей нравились. Другое дело, что когда отношения начали ухудшаться, вот здесь она могла стать более холодной. Она могла стать такой, знаете, какой-то вообще равнодушной. Она могла отказываться, она могла говорить, что голова болит. Либо же там она устала. Ну, то есть, знаете, вот эти все женские штучки под разными предлогами, когда женщины отказываются. У каждого своя отмазка. В принципе, вы ей нравились. Вы ей нравились, потому что здесь, знаете, у вас была такая какая-то, то ли это была разнообразная вот интимная жизнь, то ли это ваша какая-то изобретательность, да, вот когда люди говорят, вот по всей Камасутре, да, вот пляшешь в разных позициях. То есть в этом плане вы были на высоте. Но другое дело, что вот она как-то под конец смогла это все, ну, пустить на самотек. И ей было уже не до этого. Плюс, когда там появляются третьи лица, то она все это удовлетворяла на стороне. Здесь уже не до мужа было. Давайте-ка посмотрим основной наш вопрос, да. Хочет ли она вернуть вас как любовника? Вот просто, чтобы встречаться, да, как это обычно делают. Знаете, она бы хотела вернуть. Она бы хотела вернуть, по крайней мере, пока у вас нет другой семьи. Она все-таки, знаете, вот ей хочется и колется. Она прекрасно понимает, что вы ее отошьете, что вы просто вот встречаться ради интима вы с ней не будете. Во-первых, вам мерзко будет. Во-вторых, обида ваша, да? Какая-то брезгливость. Вот некоторые мужчины говорят, да, почему я должен после других жезлов там куда-то там к ней прикасаться, да, и что-то делать. Есть такая брезгливость реально у многих мужчин. Она, в принципе, ну, не против. Но, опять же, она этого не сделает вам предложение. Она боится вашего гнева. Она реально боится, что вы ее отошьете, причем отошьете уже в грубой форме. Понимаете? Вы не будете говорить, там, как какой-то мальчик недотрога, уйди противная, да, не трогай меня, не подходи, там у тебя ручки грязные, ты вся грязная, вонючая, да. В таком плане нет, конечно. Она понимает, что вы, если отошьете, то отошьете жестко, грубо, и вас будет говорить, конечно же, вот эта обида, вот это какая-то злость, да, вот то, что произошло, конечно же, оставило осадок. Но, еще раз говорю, она надеется, пока у вас не будет либо же новой семьи, либо же новых семейных отношений. У вас, кстати, ребятушки, но я сейчас углубляться не буду, семейная карта падает. Это маленькая интрига, это маленькая такая заманушка, чтобы вы немножко так начали шевелиться, знакомиться, вступать в отношения, да, потому что вот эти все бывшие ваши, это все, это перевернутая страница. Это все плюнул и растер. Это тем более, когда человек вам сделал больно, когда вас предали, когда вашу любовь растоптали, да пошли они лесом, извините, мои дорогие. Но нельзя себя так опускать ниже плинтуса, нельзя что-то позволять, а тем более, если вы там еще и надеетесь что-то иметь с такими женщинами, они не поменяются. Они такие же и будут. Вот если вы там кто-то захотите сойтись, они все так же будут делать, как и раньше. Вы вернетесь в ту же точку, из которой разошлись. Будут те же измены, те же предательства, тоже вранье будет, все тоже. Поэтому к новой свадьбе, к новой судьбе, все-таки у меня цель вас всех переженить счастливо, да, чтобы вы мне хотя бы, ну, я не знаю, там, хоть какой-то бонус мне там скинули за то, что я вам напророчила. Поэтому счастья, удачи, новой любви и обязательно новой любви. Не в старые времена, а в новые. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!